За прошедшие сутки произошли следующие изменения. На Константиновском направлении идут бои. В Лиственном лесу войска группировки Юг продолжают обрабатывать позиции противника. Особое внимание уделяется стыку между северо-восточной частью микрорайона Канал и юго-западной частью Лиственного леса. На кадре вертолетная авиация неуправляемыми ракетами С-8 обстреливает противника. Ранее было нанесение огневого урона по ВСУ на этом же участке. Бойцы готовятся к натиску для выхода на Часов Яр. Как и прежде, поражается живая сила в многоэтажках южной части этого микрорайона. Очередным ударом уничтожена наблюдательная точка противника, которая находилась в постройке по адресу Борисоглебская улица, 11. ВСУ задействуют высотки для наблюдения за перемещением бойцов и, соответственно, для корректировки огня. В Ивановском артиллеристы южной группировки продолжают обстреливать украинские силы. Участок обстрела начинается от середины Воронежской улицы до пересечения с Заречной улицей. Несколькими днями ранее бойцы накрывали тот же самый участок. То есть еще идет обработка перед готовящейся атакой для выбивания ВСУ из оставшейся части Ивановского. Российская сторона по-прежнему интенсивно работает в ближнем тылу. В Часовом Яре возле пересечения улиц Юбилейной и Серова воздушная разведка обнаружила минометную позицию противника. Расчет установки МСТа, получив координаты, ликвидировал 120 мм миномет вместе с боеприпасами. На месте поражения возникло возгорание боекомплекта. Также в работу включена самолетная авиация. В очередном налете летчики Су-34 скинули 1,5 тонны ФАП по пункту временной дислокации ВСУ. В общем, на данном секторе идет активная работа. Пока что линия контроля не изменилась. На Авдеевском направлении сохраняется высокий темп боевых действий. В Бердычах, севернее пункта, находится балка с прудом Гусятник. Данный участок удерживается украинской стороной. Несколькими днями ранее отряды группировки «Центр» продвинулись вдоль центральной улицы. В работу подключился расчет «Солнцепёка», который термобарическими снарядами накрывает украинские силы. Воины готовятся к натиску для овладения всей центральной улицы и для продвижения в балке. 29 марта в сети распространился кадр, где российская сторона задействовала наземные дроны с автоматическими гранатометами АГС-17 и противотанковыми минами ТМ-62. Позднее противник опубликовал видео, в котором дронами «Камикадзе» поразил наземные дроны. Событие произошло в юго-восточной части Бердычей на улице Садовой. Российская сторона развивает направление в дистанционном использовании огневых средств. В будущем позволит выполнять поставленные задачи, избегая потери личного состава. В районе Тоненького бойцы проводят атаки. Между Панским прудом и северной частью Тоненького бойцы натиском овладели данным участком. Воины выравнивают линию фронта. Готовятся к выходу на Уманское. Как раз в начале дороги Тоненькая, Уманская, ВСУ показали скрин российской техники в количестве 18 единиц. По скрину трудно определить количество реальной подбитой техники. Вероятно, скоро появится видеозапись момента наката для уточнения произошедшего события. Данный скрин показывает, что Уманская для российских сторон является одной из приоритетных задач. В Водяном гвардейцы 9-й бригады 1-го армейского корпуса дожали противника. С боями полностью овладели данным пунктом, где в западной части водрузили российский триколор. Воины каждый день на разных участках продвигаются вперед. Позже появились свежие данные наката российской техники со стороны Тоненького. У ВСУ хватает средств для оказания огневого противодействия. Несмотря на подбитие нескольких единиц техники, российские войска вдоль дороги Тоненькая, Уманская как минимум смогли доехать до первого изгиба. Бронемашина наехала на мину. Также были кадры выдвижения военных в сторону Яснобродовки. Противник все время обстреливал атакующих. Судя по кадрам, воины расширили контроль территории с полным овладением всей второй к западу от Тоненького лесополосы и самим изгибом дороги Тоненькая-Уманская. На Кураховском направлении войска группировки «Восток» продолжают давить. Южнее Новомихайловки на единицы бронетехники добрались до следующей посадки, где остановились в траншее. Украинские операторы дронами «Камикадзе» пытаются остановить наступление. Бойцы улучшили позицию. Чуть севернее пункта тихоокеанские морпехи атакуют в сторону машиностроителя. Морпехам активно помогает авиация 11-й армии. В западной части Поросковьевки нанесла огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ. Также поражено место водопропускной трубы. Делается это для того, чтобы противнику труднее было доставлять резервы на передовую. Немного осложнен путь снабжения, проходящий через Поросковьевку. Бои продолжаются.